Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги трейдеры. Вторник, 6 декабря. По традиции приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. YouTube канал, Telegram канал, ссылочка будет в описании. Ну а сейчас мы приступаем к рассмотрению ситуации на рынке, что же происходит с ключевыми активами. И в этом смысле я предлагаю начать с индекса доллара, который показывает нам разворот долгосрочного нисходящего тренда в восходящем направлении. Этому всячески способствует снижение на фондовом рынке в Америке, который вчера показал отрицательную динамику практически по всему сектору класса активов. Мы видим, что мировая поддержка Америку в этом смысле поддерживает. То есть в данный момент времени многие классы активов торгуются что-то в минусовой зоне. Еврозона скоро откроется, но дальше в продолжении пойдет американская фондовая сессия. Сегодня достаточно насыщенный экономический календарь. Вы с ним можете ознакомиться на сайте investing.com. Вот, в принципе, самые важные новости будут в 12:30, в 18:00 и в 20:00. Все это будет оказывать влияние на участников рынка, соответственно, будем смотреть в моменте, что происходит со всеми классами активов. Давайте посмотрим, что творится у нас с доминацией биткоина. Собственно говоря, она стоит пока в небольшом боковичке у нас. Но основная цель, это вот верхотура, это 41%. Соответственно, это все может повытягивать немножко энергии из альткоинов. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Доминация USDT тоже движется в неком боковом направлении. Собственно говоря, понятно, мы идем в восходящем клине и ждем его прорыва вниз для того, чтобы начался уверенный альт-сезон. Значит, биткоин, собственно говоря, со вчерашнего дня картина не поменялась никоим образом. Я уже сегодня в телеграм-канале выложил основные свои мысли. То есть мы сформировали начальный диагональник, да, в каждой есть четкая волновая структура. Сейчас мы из этой структуры, из этой формации выпали, протестировали линию поддержки и в данный момент времени продолжаем формировать коррекционные движения. В этом смысле искать какие-то лонговые сетапы стоит, естественно, от более низких уровней поддержки, которые обозначены вот, в частности данным зеленым уровнем, которые от 16 500 долларов до 16 300, где-то так. Если мы этот уровень будем пробивать и закрепляться ниже 16 200, то с большей долей вероятности мы пойдем тестировать уровень еще раз 15 800 долларов. С учетом того, что это достаточно критичный будет уровень, то есть все шансы, все шансы пойти пробивать слои и формировать дальнейшие нисходящие минимумы. Значит, а в данный момент времени мы видим, что у нас четко формируется нисходящая коррекционная структура АБЦ. Достаточно плотно стоят объемы в стаканах на продаже, то есть не пускают цену пойти в восходящем направлении. Да, собственно говоря, с технической точки зрения мы имеем красивую картину для того, чтобы прийти в очередной блок покупателей, протестировав его, получить опять поступательно восходящее движение. Соответственно, какие-то лонговые сценарии можно будет просматривать, выцеливать в этой зоне. Собственно говоря, по биткоину сказать-то больше нечего, кроме того, что у нас идет пока технически красивая картина и остается ждать определенных сценариев. Можно ли искать точки входа в шорт? Ну, конечно, можно. У нас идет тоже красивый ретест этого клина, соответственно, сегодня ночью мы сделали очередной ретест. Сейчас цена пытается постоять в этой зоне, удержится она или нет, посмотрим. Но в принципе разум какой-то в этом тоже есть. Искать точку входа в шорт. Если давайте посмотрим. Разложим его по уровню Фибоначчи, этот нисходящее движение. Собственно говоря, видно все тот же 38 уровень, который неоднократно
сдерживает цену и может отправить ее в нисходящем направлении. То есть мы уже его протестировали, сейчас цена пока находится в некой заминке, но опять-таки больше смотрится в шорт, я скажу так. Больше смотрится на снижение, и это было бы достаточно логично. Так, что у нас с эфиром? Эфир имеет, в принципе, аналогичную нисходящую структуру. Ну, да, есть тут своя специфика, конечно, но опять-таки тут надо понимать, что в целом эфир будет вести себя одинаково с биткоином. Если биткоин будет рисовать у нас нисходящее движение, соответственно, эфир, вот зона, наверное, я бы так сказал, основная зона, которая будет интересовать для покупок совместно с тем же биткоином. Это будет зона у нас той же коррекционной структуры, 50%, 60% по Фибоначчи, это где-то зона 1200-1170. Соответственно, если биткоин будет находить поддержку на тех уровнях и получит реакцию покупателя, да, то эфир потянется вслед за ним. Рассматривать дальнейшие монеты, ребят, я предлагаю, значит, в телеграм-канале. В принципе, достаточно хорошо у нас там получается общаться, какие-то анализировать картины ситуации. Ну, давайте еще, в принципе, можем посмотреть с вами сервис, который анализирует стаканы ордеров, что у нас на сегодняшний день там происходит. Ну, в принципе, мы видим, основная поддержка это 16 950 долларов, да, здесь выстрелить в ряд определенные лимитные ордера, но основная зона, я бы сказал, выделил ее ниже, вот она где находится, 16 700, 16 300, да, вот тут блок покупателя, они быстро перемещаются в моменте, вы видите, да, прыгают эти заявки, были только что одни, сейчас поменялись и стали совершенно другие. Ну вот зона 16 800 и вот 16 500, да, переставились они. Ну, соответственно, вот эти вот пока видимые стеночки, это временный вариант, возможно, да, который пока удерживает цену от дальнейшего снижения, но тем не менее мы понимаем, что интерес покупателя в этой зоне более нижней есть. Тем более, посмотрите, он четко дублируется с Bitfinex. Тут видно 16 700, 16 650, 16 500 достаточно стоят неплохие заявки на покупку. Поэтому, в принципе, эта зона будет интересна для набора позиций лонг. Все, дамы и господа, всем хорошего дня, всем профита, всем пока, дальше все в телеграм-канале. Удачи!